Блин, у него движок новый, он на месте. В этих стенах застыла история могучей промышленной империи. Пустые цеха, где когда-то кипела жизнь, теперь наполнены лишь шорохом осыпающейся штукатурки и эхом ветра. Заброшенные заводы возвышаются над городами по всей стране, словно памятники трудового подвига народа и былого величия. Сегодня мы исследуем один из них и попробуем отыскать артефакты ушедшей эпохи. Согласно картам, кроме основного производства, здесь был еще и военный цех. Что от него осталось и какое отношение он имел к детским велосипедом, узнаем в этом приключении, а также увидим, во что превращается легендарное производство, если его покидает человек. С вами Кот, погнали! Ну чё, мы в каком-то ветреном поле. Начинать. Нам вот в эти кусты, за ними забор, перед ними ЖД, за забором завод. Как скороговорку прям сказал. Даже не намека на тропиночку в этот раз. И вот это вот все. Огромная территория, часть из которой еще пока работает, но большая часть брошена. Специально для отгрузки продукции было проложено 12 километров железной дороги. В хорошие времена здесь отгружали по 50 вагонов в день. Пост номер 1, станция заводская. Здесь когда-то был, соответственно, пункт выгрузки на железнодорожные составы продукции завода. Насколько сильно тут все заросло. Но при этом типа есть охрана, да? Ну что ж, как я люблю говорить, мы внутри, идем вперед. Какие масштабы, какие размеры. Двенадцатая пятилетка стала заключительной не только для этого цеха, но и для всего Советского Союза. Она продлилась с 86 по 90 год. Все-таки вот эта советская эстетика вот этих плакатов, она обалденная. Техбюро. Когда-то здесь делали разработки кранов всяких. Да и не только. А сейчас только старые шкафы. На самом деле, несмотря на то, что завод фактически называется кран, и здесь действительно производили мостовые и козловые краны разных модификаций и грузоподъемностей, изначально строили его для других целей. И об этом нам недвусмысленно намекают постаменты на главной проходной. Кстати, вот они, вагонетка и шахтная крепь. Я думал, после Воркуты тему с углем закрыта, но не тут-то было. В Подмосковье тоже добывали уголь. Развитие добычи началось в период индустриализации в 1920-х годах, а на промышленный уровень вышло во время Великой Отечественной войны. Весной 1945 года стала очевидна необходимость горно-шахтного оборудования здесь же, неподалеку. Приказом номер 1 от 15 марта 1945 года на работу взяли директора. Приказом номер 2 – уборщицу курьера. С такой компанией завод, конечно, не построишь, но работа закипела. Уже к лету 1946 года на пустыре появилась контора завода. Столовая, магазин, жилые бараки для строителей и двухэтажные дома для инженерно-технических работников. Оборудование, часто не новое, поступало быстрее, чем успевали строиться цеха, и часто складировалось просто под открытым небом. Поэтому запуск производства начинается с ремонта оборудования. Спасибо, спецы из Спецсервис Автосервис, вы всегда на подхвате. Светлые времена наступили с приходом нового директора, бывшего кузбасского шахтера и талантливого управленца Ивана Ивановича Федунца. Долгое время завод носил его имя, и именно он организовал на заводе второе ведущее направление по производству мостовых кранов, а позднее завод стал ведущим краностроительным предприятием в СССР. Так, мы вышли из самого безопасного цеха, он вон там находится. Здесь проходит сейчас дорога, по которой периодически ЧОПы делают обходы и объезды на машине.
То есть мы передвигаемся из самой безопасной части, которая с краю территории завода, потихонечку к более оживленной, где больше вероятность встретить. А вот, кстати, вот эта дорога проходит, которую надо будет перебежать. Казалось, как машина завелась слева, нет? В общем, нам надо сейчас быстренько перебежать через эту дорогу и постараться так, чтобы нас никто не срисовал. Вроде чисто. Давай. Блин, отовсюду какие-то скрипы, звуки. Стрёмно достаточно. Все это звучит. И очень тяжело из этих, из всего этого шума, из всей этой какофонии выделять нужные нам звуки. Точнее, не нужные нам звуки приближающейся охраны. Ну вот мы в лучших традициях пробираемся к цеху, интересующему нас. А дорога-то вот она. То есть здесь мы прям как на этой, как на площадочке. Через облака. Опа. И вот такие приколы тоже на территории встречаются нередко. Поэтому и вот такие тоже. Надо быть аккуратным. Давай, залезай за вами. Смущает то, что за глаз цех был закрыт изнутри. Здесь он тоже изнутри завинчен. Соответственно, это говорит нам о том, что сюда периодически заходит охрана и вот таким вот образом заделывает входы. Значит, у нее где-то с той стороны есть другой заход. И пересечься с ними нам бы не очень хотелось. Поэтому делаем все быстро и аккуратно. А это проходная. Ух, нифига себе. Какая антуражная. Ну что, наверх нам? Пошли. Будет забавно, если охранник тусит здесь. Пока он ушел на обход, мы пошли наверх. Переход в конструкторское бюро. Ох, красивенько, да. Как я уже говорил, жизнь на заводе еще есть. Один из цехов продолжает работать, и у них даже можно заказать кран. Кому-нибудь нужен кран? Ну, вдруг. И первого человека мы заметили на переходе между цехами. Я не ожидал такой активности на заброшенной территории и даже не успел его заснять. Зато в кадр попали все остальные, кого мы встретили на своем пути. Просто груды бумаги, противогазов. Мне это ЗИФ напоминает. Такая же история. Тоже тлен, куча каких-то артефактов прошлого. И за нами погналась охрана в конце. О, нифига! Склад такой. Блин, пахнет резиной. У меня у деда в гараже так пахло. Слушай, ну это прям реально атмосфера Чернобыля. Эй, парень! Пс. Да там просто вентшахты похожи на лица. И тоже никто и не думал отсюда ничего забирать. Все как бросили там, какие 80-е, 90-е годы. Так, и это все тут изгнило за просто десятилетия. Реально. Знаете, у меня такое ощущение, как будто это место сначала затопило водой под самый верх завода, все цеха. Он так постоял 10 лет, а потом эту воду откачали. Но вот посмотрите, такое ощущение, как будто это просто со дна морского подняли. Вот, мне кажется, корабли, которые затонувшие, достают, вот они примерно так же выглядят. Жесть. Вот это да. Куча макулатуры, которая нафиг никому уже не нужна. Пахнет тут грибами. Вот такие у нас походы по грибы. Это типа печатная машинка, да? А тут замуровано. Тут не пройти. Итак, у нас, помимо того, что здесь есть охрана, прибавилась еще одна проблема. Лучше снимать этаж выше. А Аня осталась здесь. И теперь мы не можем ее найти. А у нее, как обычно, сел телефон. Что теперь с этим делать, непонятно. Где ее искать? Может, ее приняли, а может быть и нет. Она нам позвонила, спросила, где мы. Я сказал, что мы на этаж выше, но она к нам не пришла. Вот мы спустились на этаж ниже, и ее и здесь нет.
Учитывая все эти прекрасные истории про то, что охрана здесь любит делать облавы, приятного, так сказать, мало. Че, она здесь? Блин, мы тебя потеряли, мы думали, тебя охрана забрала. Какого, блин, ты че у тебя с телефоном? Мы были, над тобой там лестница в одной двери от тебя была. Я и лестницу не нашла. Я нашла лестницу, поднялась на третий этаж, вас тут нет. Зашибись, там тупик. Мы были там, прям там. А я не на третьем этаже, хочешь сказать? Ну так ты умудрилась пройти через нижний этаж, назад 100 метров, подняться наверх и прийти сюда. Да. А мы были там через стенку. Я не видела там лестницу. Мы были в соседнем кабинете от тебя изначально. Как ты умудрилась потеряться? Я так ему позвонила, ты сказала, на третьем этаже. Ну да. И я потерялась. Капец. Блин, офигеть, это склад противогазов. Вот это мощно. Вот это мощно. Там не то, что круто, там все красиво сгнило. Блин, это мечта школьника просто. Столько противогазов. Я еще не знаю, мужик какой-то ходит. Ну вот мы и думали. Мужик какой-то ходит, да. Мы и думали, ты позвонила шепотом. Я говорю, мы на третьем. И ты пропадаешь. Все, тебя нету. Я такой, ну, приняли, походу. Все, без жены домой поеду. И пошел дальше снимать, конечно. Ну, как бы, доставать тебя потом явно будем. Ну да, может, ты сможешь. Да, он тебя, металюга тебя подсадил на свое дело. Сейчас такая прибегаешь. Кот, у меня есть бизнес-план. Нафиг твои съемки, да? Начинаем резать металл. YouTube замедлили, да. Сталь никто не замедлит. И чугунину. Мы дошли до того самого перехода, который я вам показывал до этого. Вот до этого перехода мы переходим в конструкторское бюро. Я, кстати, сзади снизу слышу чьи-то шаги. Поэтому возможно, что охрана таки обошла корпус и дошла до АБК, в котором мы только что были. А мы оттуда, можно так сказать, уже улепетываем. Просто поражает. Этот цех сбоку кажется длинным, он и вширь, и в длину просто гигантский. Советские стеклоблоки. Конструкторское бюро прям конструировали. 2006 год, кстати говоря, производственный календарь. А, вон вагончик, в котором сидят, кстати говоря, те самые охранники. Ну а что-то, они, скорее всего, оттуда вышли просто погулять по этому цеху. Они сюда и пришли к нам. И, наверное, они нас видели, слышали и ищут. О, а тут смотри, приятного аппетита. Я на фотографиях видел эту надпись. Советский вот этот колорит придают нам прям теплой атмосферы. Такое ощущение, как будто здесь детский пионерлагерь, а не завод. Посмотрите, как природа его захватывает. Природа пожирает то, что люди строили. Человек замахнулся на природу. Смотри, как могу. Природа. Я не тороплюсь. 10, 20, 30, 40 лет. И она его преобразит по-своему. Начальник караула Вохр. Тут, видимо, хранилось их оружие. Да, потому что, видишь, это вот подставки для оружия. Здесь оружие стояло. Список оружия. Пистолет ТТ. Список оружия, числящихся за командой Вохр объекта машзавода. Ни хрена себе, это насколько был серьезный объект. Ну, хотя, учитывая, что здесь делали военные грузовики. Ну, сейчас тут даже оружие, намека на оружие не осталось. Ну, смотри, это под патроны. Ох. А запах-то какой. Смотрите, какие гербы. Возможно, среди этих документов где-то еще лежат чертежи на какой-нибудь секретный военный кран, который может поднять противника и выкинуть его с поля боя. Или на трехколесный велосипед. Причем они могут лежать в одной папке где-нибудь в углу, подпирать ножку стола, потому что про него тупо забыли. А мы тем временем поднимаемся на этажик повыше. И мы вышли прямо на сцену актового зала, который почему-то еще и спортивный, видимо. И тоже совершенно нормальная картина уже для этого завода, что в актовом зале растет береза.
Вот, 87-й год, 88-й год. Да, то есть это такие переменные времена были для 86-й предприятия. я родился. Она разваливаться начала. Не связано ли Думаешь, это? есть связь? Специально начала разваливаться страна, чтобы я мог снимать видосы, да, про разваливающиеся предприятия Советского Союза. Времена перестройки дались заводу ой как непросто. Уже в 1987 году завод не выполнил план по нескольким показателям. Но даже несмотря на это, было введено в строй новое общежитие и медсанчасть. Чем ближе 90-е, тем важнее становились финансовые показатели предприятия. И на 1 декабря 1990 года недостаток собственных оборотных средств составил более 5 миллионов рублей, а долги по судам и поставщикам более 31 миллиона. Предприятие должно производить оборудование для шахтеров, а шахтеры стучат касками на площадях. Впрочем, какое-то время еще удавалось держаться на плаву, но впереди еще был тот самый невероятно трудный 1992 год шоковой терапии. Увеличение цен и катастрофическая нехватка сырья. Им просто перестали поставлять металл в нужных количествах. Производство сократилось более чем в 2 раза, но люди при этом оставались на своих местах дальше работать. Им просто было больше некуда пойти. В 93-м появился свет в конце тоннеля. Однако даже управление открыто признавало, что о дальнейшей судьбе завода говорить было сложно. В нулевых, кстати, этот машиностроительный завод поставлял оборудование в том числе и в Воркуту, на шахты Комсомольская и Северная. Я подробно рассказывал о них вот в этом и вот в этом выпусках. А в 2007-м началась бесконечная процедура банкротства. Предприятие побили на несколько юридических лиц, и лишь одно из них продолжает работать до сих пор. Конструкторское бюро, да, здесь было, в этом здании. Вот оно, да? То есть здесь сидели прям инженеры, за каждый за своим столом, чертили краны, разрабатывали на разную нагрузку. В принципе, типичный офис. Кстати, классная планировка. Такой open space. Тут прям как будто бы начальство ходит такое и наблюдает, кто как работает. А сейчас все только побелкой с потолка поросло. Смотрите, какая-то типа картотеки с ГОСТами. Что это такое? Ну-ка. Комплект документов на технологический процесс. Ну да. Так, ну что, друзья, во-первых, мне это напоминает Волга-Бурмаш, библиотеку, здание это. Только тут, конечно, сохран намного хуже. Мы посмотрели это здание, теперь мало кто знает. Мы слышим какие-то звуки, но это мы уже привыкли. Мало кто знает, но этот завод, помимо того, что делал военные машины для армии, делал технику, краны, а помимо того, что до сих пор производит и раньше производил, но в больших количествах, козловые, мостовые и всевозможные краны, или краны, не суть, он делал еще и детские трехколесные велосипеды «Бабочка». Причем это делал он где-то в 70-х, 80-х годах. В интернете информация, что в 90-х, но на самом деле раньше производство здесь было запущено, то сейчас, в общем-то, остановлено. И мы хотим найти цех, где делали эти велосипеды, окунуться, так сказать, в ностальгию детства. Многофункциональность советских заводов – один из главных факторов стабильности и устойчивости. Хотя выиграть битву с капитализмом им даже это не помогло. Но кран держался долго и в целом держится до сих пор. Ну вот если бы не освоили они краны, а оставались бы на горнодобывающем оборудовании, закрылись бы еще в 60-х. Тогда в центральный регион начали поступать более дешевые по сравнению с углем ресурсы – мазут и природный газ. В 90-х так вообще все шахты закрылись, а завод-то продолжал работать, в том числе и цех товаров народного потребления. Он был открыт еще в 1967 году, тогда назывался просто велосипедный, но впоследствии они же освоили гимнастические снаряды, кубик Рубика, сумки-тележки, самокаты и дворовые детские комплексы. В год производили 200 тысяч детских велосипедов, а в 1984 году освоили производство велосипеда «Друг». В начале смутных времен довели производство до 1000 единиц в день, ну а затем велосипеды стали просто не нужны. У людей не было денег на такую роскошь. В 2004 году цех народного потребления окончательно расформировали. Что от него осталось сейчас, увидим. Для этого нам надо пройти по действующей территории рядом с охраной и не попасться им. Но я уверен,
у нас получится. По крайней мере, мы пытаемся. Значит, смотрите, вам для понимания. Нам сейчас надо попасть вот в этот здоровенный цех. Но вот там вон, вот это вот будка охраны. А вон там открытые двери. То есть 100 пудов эти двери открыты для того, чтобы охрана ходила в этот корпус на обходы. То есть она там точно есть, так же, как и сюда находит. А здесь, в ближайшей перспективе, мы залазов внутрь не видим. Поэтому нам надо будет двигаться куда-то туда. А вот эта дорога, как раз таки, которая здесь внизу проходит, она, во-первых, просматривается, во-вторых, по ней они ездят. Вот в чем сложность попадания нам в тот цех. Но, как я уже сказал, и Паша подтвердил, мы попробуем. Капец, мы выходим прямо на дорогу, которая просматривается ЧОПами с двух сторон. В надежде, что нас не заметят. Чтобы попасть в тот цех, в который мы хотим попасть. Велосипед посмотреть. Посмотрите велосипеды, да? Там ветер дует. Там вообще гудит что-то в том цехе. Машина едет, Паш, кажется. Ну, может и едет. Как он скрипит, а? Но тачки тут действительно ездят, справедливости ради. Потому что вот следы налево к ЧОПу. Подожди, ЧОП, вон там же ЧОП. Ну, так говоришь, нам налево. Нам не налево. А, нам не налево, вот это важно, точнее, не надо нам туда. Ну, пошли тогда. Да, блин. Вышли просто тупо на дорогу. Уже просто в наглую. Так, ну, ЧОПов отсюда, будки их не видно. И я думаю, что эта дверь закрыта, если честно. Ну да. Ну, всегда есть открытое окно. Даже в маленьких домиках. Я уже молчу про огромные цеха. Но мы вышли к перекрестку. И в целом потенциально опасное место. Может быть. Поэтому надо забрасываться быстро и аккуратно. Первый пошел, вторая пошла. Кот напоследок, как обычно. Ну или наоборот бывает. Но это не суть важно. Ой, снова гигантские пустые цеха. Но мы-то знаем, что в этих гигантских пустых цехах, во-первых, ходит периодически охрана, во-вторых, есть артефакты прошлого из детства. Я хочу найти эти велосипедики. Я реально хочу найти велосипед из своего детства. Я в детстве даже подумать не мог, что этот маленький велосипед делают вот на таком огромном заводе, на котором параллельно еще делают всякие военные машины и краны для портов, там, ЖД-станций и прочего. МИГ чем-то напоминает этот цех. Монолит МИГа, где мы котов ловили. Казалось, чувак стоит. Но я думаю, что мне просто показалось. Я все равно не перестаю удивляться по масштабам. Посмотрите, такие маленькие человечки в таком огромном цехе. Охренеть, конечно. Другого слова. Извините за мой жаргон, но другого слова просто не приходит в голову. Как это восхитительно, как это умопомрачительно, как это невероятно, как это красиво, как это монументально, как это грандиозно. Как это сногсшибательно. Мне опять кажется, что там кто-то прошел. Как будто параллельно той стене кто-то идет и смотрит за нами. Кончил работу. Убери рабочее место. Кстати, я знаю, что это за цех. Я вам сейчас вставлю фоточку того, как это было тогда. Вот именно конкретно вот этот цех. Раньше он был вот таким. А теперь он вот такой. Как видите, тут стояла просто куча различных станков, от которых сейчас не осталось практически, да не практически, а ничего не осталось от этих станков. Все выпилено. Вон, видите, там еще параллельно со мной еще один цех идет. Тут параллельно со мной еще один цех идет. О, смотри, остался цех, этот станок. Ну, это, конечно, мощная штука. Интересно, что она прокатывала? Какие-то листы металла или что? Ну-ка, мои любимые эксперты по станкам. Расскажите-ка мне, что это было. Ну, не написано. 62-го года станок. График отпусков работников на 2006 год. Блин, то есть это все работало еще в 2006 году. Представляете?
И в 2006 году вот так вот маркером пишут. Это вот что, сохранение традиции или настолько у завода не было денег? О, мы видим первые велосипеды. Смотрите. Они, конечно, поломанные уже. Вот такую продукцию тоже этот завод делал. Потерянное, забытое детство. Ну, кто бы сомневался, что нам туда придется лезть. Да ладно уж. Я плотно позавтракала. Плотно. Опять? Это было часов 9 назад. Мы уже целый день здесь ходим. Я не знаю, я уже все растрес и скинул килограмм много. Что я туда не попаду. А вы уверены, что он туда? А, вперед, понятно. То есть ты не полезешь в нас? Ну ладно. Давайте, чё. Как-то он не внушает особо доверия, этот стол. Слушай, ну тут все сгоревшее. Тут они, конечно, где-то есть, более-менее живые, но как-то они выглядят не очень. Они все в пепле. А там дальше ничего нет, ты говоришь, да? Это вот то, что То есть там просто сгоревшие какие-то велосипеды. Понятно. Так, ну ты говоришь, что здесь есть где-то целые, да? Не сгоревшие. Ну тогда давай их искать, чем мы здесь будем напрягаться. Блин, через 1,5 часа спускают собак после того, как заканчивается рабочий день. А здесь все-таки тут часть завода действующая. Работники уходят, и на территории, в общем-то, никто не должен находиться, кроме охраны. Охрана спускает, другие сталкеры нам про это рассказали, поэтому я это знаю. Спускают несколько огромных алабаев, у них здесь есть еще лабрадор. Короче, до хрена собак, которые начинают здесь носиться по этой территории и жрать лазунов вроде нас. О, ну это явно уголок инстаграмщика. Смотрите-ка. Ну. Бим. Подзакис уже, конечно, такой. Лайк, если у тебя был такой в детстве. О, да! Да, ребята! Есть! Вот ради этого посмотрите! Вы только посмотрите, сколько их здесь! Просто немерено! Склад, целый склад воспоминаний детства, ностальгии. Да, это определенно круто. Смотрите, они прям запакованные, в упаковке стоят. Смотрите, прям они реально нулевые, прям новенькие. Смотрите, бибикалки. Здесь собирали детские велосипеды. Только почему-то тут не бабочки, тут почему-то бимы. У меня был немножко другой все-таки. Смотрите, у этого даже еще это веревочкой привязано какой-то там, то ли... ну ключи там. Внутри ключи и, видимо, инструкция. Тут типа спидометр. Бим, как лучший друг. Поэтому на гайках собран. Кайф, я прям кайфую, реально, как, знаешь, такой глоточек детства, вот прям глоточек детства, класс. Хреново у тебя было детство, какой куча плесени, мха, сгнившие столы, играл в велосипеды. Ага. Ох, уже эти 90-е. Суровые 90-е, да. Как фильм ужасов какой-то, как будто сейчас пила начнется. Хо-хо-хо. Тут смотри, склад просто доверху. Запечатанные велосипеды. Офигеть. И все вот валяется. Ну потому что, ну, кому? Кому сейчас нужны такие велики? Хотя наверняка кому-то нужны. Наверняка кому-то нужны. Я не знаю, ну у нас Димон, у меня сыну 3 года. Ну сколько он? День бы поприкалывался с ним, и, мне кажется, забил. Ну, не знаю, куда-нибудь в деревне. Ну вот в деревне, да, то есть сейчас как бы игрушки современнее намного. Но вот куда-нибудь в деревне, да, блин, раздали бы, что-нибудь тут стоят, гниют. Велосипеды — это, конечно, прекрасно. Одна из целей достигнута. Но, как вы помните, основной идеей нашего исследования было найти военный цех. Точнее, попасть туда и отыскать военную технику. А время нас поджимало. Ведь, как я уже говорил, вечером и на всю ночь с цепи спускают больших и злых собак. Поэтому наша тревожность в связи с этим нарастала, как и скорость нашего перемещения по территории. Написано «Здравпункт вниз», что самое интересное. Кот. Мяу.
Смотри, звезда. Это я вижу, что это звезда. Октябрьская революция. Аврора. Да, вот они, где догнивают артефакты, оставшиеся от СССР. Зацените! Здесь был очередной актовый зал. Имя и дело Ленина будут жить вечно. Нам всего дороже сохранение мира. Здравые слова, Владимир Ильич. Блин, здесь даже еще пахнет Советским Союзом. Это как пахнет Советский Союз. А вот напишите в комментариях, как пахнет Советский Союз, друзья мои. Участок подготовки данных, я читаю диванных. Участок подготовки диванных экспертов. Вычислительный центр здесь был? То есть здесь был мозг данного места. О, кинопленки, да ладно, смотрите. Ленты, киноленты. Или это не киноленты? А, или магнит. А, да ладно, это для тех компов, которые там магнитными лентами что-то там пишут какие-то. Самописцы, не самописцы. Я сейчас как еще на кринжа навалил. Ребят, кто разбирается, скажите, пожалуйста, что это такое, чтобы не слушать мои тупые выводы о том, что это такое. Спасибо. Прошу вас в комментарии, друзья мои, прошу вас туда. А тут какими-то карамельками пахнет. Наверное, бухгалтерия сидела. Делу Ленина верны. Да, это стенгазета, реально. Работать эффективно и качественно. Блин, это все от руки и на печатной машинке. 82-й год, редколлегия, 82-й год. Картотеки. Теперь мне это напоминает фазотрон, кстати. На фазотрон сейчас вот ссылка выползет. Что ты любишь очень? Я очень люблю этот момент на заброшках, когда вот ты такой ходил, сначала у тебя адреналин, потом тебя адреналин отпускает, потому что ты здесь уже очень давно находишься. Когда у тебя такое состояние легкой истерики. Да. Это как это. Вот я сейчас она. Как в этом, в депо у нас было, когда охрана вот уже прям рядом, а те вообще пофигу. Те просто истинают. За нами собаки через час, уже где-то через час они за нами. Ну как не за нами, их просто спустят по территории. Может, мы с ними и не пересечемся, но как бы сам факт, что по территории будет ходить десяток голодных собак, охранных собак, как бы не очень-то и радует. А мы находимся... Ой, а вот, кстати, ЧОП. Вот, кстати, охрана. А вон, кстати, и собака, которую пока еще не спустили. Вон, видите? Вон охрана. Блин, а мы тут ходим, орем. Вообще без палева. Так, ну, скорее всего, значит, учитывая, что как мы орали, нас уже срисовали. И это уже... Слышите? Вы здесь? Ребят. То есть он так спокойно идет, я думаю, он идет просто тупо к входу в это помещение. А нам, куда он пошел, как раз таки надо выходить. И это нифига не весело. Потому. Видел собаку? Видел охранника? Вон охранник пошел, а я прям ору, высовываюсь такой. Вот, смотрите, здесь охрана. И такой вниз глаза опускаю, чувак идет. Вон он, еще его видно, выглянет. Да, он туда. А вот собака сидит в углу. И он нас, скорее всего, слышал меня. Слышь, она лает, вон она. Она нас срисовала. Она гавкает. Вон вторая. Мы, вышли прям к охране. И собаки залаяли. Но их пока не спустили. Но я думал, он сейчас вернется и спустит. А мы прям, рядом с ними. То есть им даже не придется за нами бежать. Они нас уже и так спалили. Я тоже думаю, что он зайдет в цех. Но охранник пошел в другую сторону. Вход в цех вот здесь вот прям, под нами практически. На карте это место отмечено как военный цех или цех номер 3. Где-то всплывает информация, что завод участвовал в производстве легендарной установки ПВО С-300. Где-то, что занимался ремонтом и обслуживанием военной техники. Какую-то достоверную информацию, на мой взгляд, я не нашел. Но нашел кое-что другое уже в заброшенном цехе. Если вы как-то связаны с этим предприятием или работали там и знаете не понаслышке, расскажите, чем же тут все-таки занимались. Оп. Охренеть, он огромный, просто пипец.
тут должна стоять военная тачка с продукцией этого завода, с краном, видимо. Но я предполагаю, что с краном. Может быть, она как по каким-то другим причинам здесь оказалась. И пока я ее, к сожалению, не вижу. Возможно, ее укатили или распилили, или еще что-то. Тут вообще он уже даже полы скрывает. Гудит трансформатор. Блин, если в этом цеху еще и камера есть, и мы спалимся, это будет просто эпик фейл. Просто спалиться в таком пустом объекте, это надо уметь. А здесь, смотрите, накатано. Сюда явно заезжают грузовики и что-то отсюда вывозят. Но вот только представьте себе масштабы. Это вот все один цех. Там вон еще один такой же цех. Только что мы были в еще одном не меньшем цехе. Ну, чтобы вы понимали масштабы. Смотрите, какая балка огромная висит. Ну и наши любимые артефакты прошлого. Обращение к электросварщику. Проверяй стропы перед работой. Тоже гигантский кран. Я прошел все цеха насквозь. У меня впереди остался только один. Если там машины этой нету, значит мне не повезло. Да. Видимо, не фартануло. Скорее всего, ее увезли. Попилили на металл. Остались только каски. Паша меня обнадежил. Говорит, что я еще обошел не все. Еще надо заглянуть вот в эти ворота. Там типа продолжение цеха. То есть вы вообще нифига себе, он огромный. Вот это вот все, что мы только что прошли. Вот это вот все. И, видимо, там дальше есть еще что-то такое же. Просто посмотрите на это. Красоту на это. И просто размер он ходит. Размеры этого цеха для сравнения с человеком. Мы сделали нашу фоточку на наш конкурс «Найди кота на фотке». Теперь идем, в общем-то, куда и собирались. Меня очень сильно смущает по-прежнему, что вот эти трансформаторы работают. То есть чисто теоретически вот эти шины нужны здесь для того, чтобы вот этот кран здесь ездить мог. Он тот. То есть если эта вся история здесь все еще работает для этого крана, то можно на нем покататься. Но мы этого делать не будем, потому что, во-первых, у нас цель визита сюда другая. А во-вторых, это привлечет внимание, так как здесь все-таки есть где-то периодически охрана бывает. Смотрите, рельсы переходят в другой цех. Он, судя по всему, последний. И... Да ладно! Охренеть! Он все еще здесь. Как же это круто выглядит, ребята. Блин, это офигенно. Как это антуражно выглядит. Еще свет так падает. Блин, у него движок новый, он на месте. Прикинь, у него движок новый, он на месте. Он прям, видно, что там не подтека масла, не... Вот похоже на МАЗ, кстати. Я не знаю, что это за марка. Но часто вижу такие военные грузовики с этим логотипом. По кабине похож на МАЗ, могу ошибаться. Ребят, кто знает, что это за машина, пишите в комментарии. Явно, это какой-то кран. Было бы странно, если бы на заводе кран был не кран. На самом деле это не совсем кран, это мостостроительная машина. То есть кран на ней как бы присутствует, но предназначается она для механизации работ при строительстве низководных мостов, эстакад через водные, заболоченные, суходольные препятствия, а также для усиления постоянных мостов. Да, военный цех, конечно, впечатлил. Вообще удивительно, как он еще до сих пор здесь остался. В принципе, видно, что рама тоже новая. Он еще и закрыт, кстати, кабина так шатается.
Смотрите, бирочки еще такие остались, типа был когда-то опломбирован. Нажимать. Ну, руль отсюда уже сняли. Приборка валяется рядом. В общем-то и не удивительно. О, блин, да он даже пахнет новой тачкой, прикиньте. Кто бы мог подумать, что на заброшке найдется машина, от которой пахнет новой машиной, несмотря на то, что она уже вся вековым слоем пыли покрыта. Да. Ну, в целом видно, да, что он поездить он не успел. Его просто не доделали и оставили тут как есть. Сняли с него руль, сняли с него все. Мы тут, походу, не одни. Да ладно. Мы тут не одни. Ёпта. Где? Класса из больших цехов. Там они, да? Ну давай в тыл им зайдем. Таких звуков еще не было. Как мы сразу бесшумно стали передвигаться, обратите внимание. Включили, как называется, режим тишины. Мы не убежим отсюда, если что. Вокруг столько окон. Паша нас повел куда-то. Ни хрена себе. То есть тут такая небольшая пристроечка. А мы в тупике, да? Ну. Опа-на! Вон он. Мужик в куртке. И в кепке. Вон он. И ушел. Уходит. Ну чё, ребят, мы 100% здесь не одни. Ладно, сейчас еще немножко посидим и пойдем. Но мы прям приблизились к охране, которая вот прям вот за этим углом. Вот. Собак спустят уже скоро. Да, и при этом мы очень долго шли по территории, и теперь нам надо с этой территории выйти. Мы провели на заводе целый день, но нам все равно не удалось обойти всю его территорию. Остались еще заброшенные цеха. Однако с минуты на минуту должны были спустить собак, и я принял решение эвакуироваться в безопасное место. Свалить до того, как спустят собак, прям вообще за край территории. А тут так-то не 1 километр топать. Он, походу, здесь один, да, и он отвечает как раз-таки за эти цеха, по которым мы гуляли. А мог он уже пройти туда и ждать нас, идти нам на перерез. Блин, нам реально надо пробежать сейчас через всю территорию. Это, блин, 1,5 километра, наверное. Вы знаете, 2 собаки, которые гонятся за тобой по такому цеху, это великолепная мотивация бегать. Опа. Тут дверь открылась. А здесь дорога для обходов. Он шел вон там, я увидел вон там. То есть сейчас он, по идее, обогнул этот цех, и мы с ним примерно одинаково выходим ровно на одну и ту же дорогу. Блин, это самое главное, либо нам успеть проскочить перед ним, либо чтобы он нас не заметил, потихонечку прошел мимо. Так, ну нам, по идее, он туда по диагонали, мы выходим сейчас прям на самое палевное место. Вон он! Он сзади! Блин, он вроде не побежал, но он нас совершенно точно увидел. 100%. Но мы самое опасное место уже миновали. Это радует, потому что вот, собственно, наше такое импровизированное КПП. Потом немножко кусты, и потом немножко... Блин, слышь, громыхает. И потом немножко железной дороги, бурелом, поле и машина. Короче, пока. Крутой завод, как говорится. Приятно было повидаться. Заброшенные заводы стали символами ушедшей эпохи. Они напоминают нам, как быстро может измениться мир. То, что когда-то вселяло уверенность в завтрашнем дне, опустело, заржавело и стало ненужным. Промышленность изменилась, но не исчезла. Перемены затронули всех. Одни заводы превратились в объекты купли-продажи, другие продолжают работать. Одни сдавались без боя,
другие карабкались до последнего и пытались сохранить зарплаты сотрудников и производства. Изучив историю крана, мне кажется, что он еще поборется. С вами был Кот. Пока. Пыль веков на станках